Дорогие друзья, вот эта мелодия, которую вы послушали сейчас, называется таранги, пробуждение. Корни этой мелодии идут издревле. Считалось, что природа именно так и пробуждается. Мироздание так и пробуждается. Самая главная цель человека сейчас – это уничтожить внутри себя раба. Задушить и уничтожить раба внутри себя. Потому что за 2000 лет нас пытаются загнать в рамки. Почему сейчас происходит вот это вот пробуждение? Потому что раб внутри человека начинает погибать. И пробуждается тот самый хозяин мироздания. Человек должен помнить. Он дитя мироздания. Он создание богов. Он их сын, их дочь. В древние времена мы называли богов нашими отцами, дедами. Отец и дед своим детям и внукам отдают самое лучшее. Учат их, как жить, защищают их. А когда человек начал называть себя рабом, то он сам себя унизил. Кто будет думать про раба? Кто переживает о его трудностях, бедствиях? Что дают рабу? Какой-то маленький паёк еды, чтобы он не умер с голоду и дальше работал на хозяина. Когда боги были отвергнуты, и когда мы предали родных богов и приняли чужеродного бога, и приняли рабство, и добровольно согласились мучиться, потому что так надо, и добровольно согласились быть малодушными, несчастными, вот тогда пришла трагедия. Трагедия человечества, которая продолжается более 2000 лет. Но постепенно раб вытесняется из свободного человека. И я надеюсь, что если не мы, то наше поколение или наши дети и внуки застанут времена пробуждения человечества. В Древней Армении была такая профессия. Лусаст или люсард. По-разному звучало, деформировалось это слово с веками. Это был человек, который пробуждал людей. Пробуждал ото сна, чтобы люди просыпались, славили богов, славили своих предков, наставляли свои поколения и начинали новый день с благословения. Этот человек ходил по городу, стучался в ворота и громко кричал «Аравот Люсо», что означало «Светлое утро вам». Пробуждайтесь. И заодно напоминал о предках, и заодно давал наставления, напоминал о том, что мы должны быть людьми, что мы не должны забывать о милосердии, что мы должны славить своих предков, благодарить богов. И человек просыпался с сознанием того, что он должен сегодня сделать что-то доброе, что-то хорошее. Все наши достойные традиции ушли в никуда. Мы стали озлобленные, загнанные бытовыми проблемами. Мы забыли, что нужно славить мироздание. Мы порой не замечаем то, что вокруг нас. И, как правило, видим и ценим это перед смертью. Когда нам уже нужно уйти, мы начинаем понимать, что вот это дерево росло рядом с нами всю жизнь.
А вы даже не заметили, насколько это красивое дерево, какое оно могущественное, необычное. Только когда мы начали уходить с этого мира, с сожалением поняли, что мы навеки покидаем вот эти красоты, на которые мы даже внимания не обращали. Смотрите в мироздание. Относитесь к жизни философски. Смотрите, какое оно щедрое, сколько красот, сколько доброты, сколько разума в мироздании. Учитесь у природы, и вам станет легче жить. Вы абстрагируетесь, отойдете от этого бытового мира, от этого неразумного стада, которое вокруг нас и везде нас окружает. Перед вами статуя Тиграна Великого, потому что он тот, который обновлял древние традиции. Когда возвращался с похода, перед тем, как зайти во дворец, он всегда, имея такую традицию, купался в реке. И как-то один из военачальников спросил его: «Повелитель, прости за дерзость, но почему ты все время купаешься в реке, вместо того, чтобы дойти до дворца и искупаться в своей царской бане?» Он говорил: «Я смываю с себя инородную пыль, чтобы зайти чистым в свой дом». Не зря его назвали сыном Отечества. Если бы таких правителей было побольше у народов мира, то народы мира жили бы спокойно и достойно. И хочу вам сказать, что это единственный завоеватель, который не разрушил ни одного города, не сжег ни одно село и не истреблял население. При нем римляне придумали шутку. Тиграну Великому говорят: «Приди и завоюй меня». Потому что везде, где он завоевывал, он развивал экономику. Благодаря ему многие народы Востока состоялись как народы. Те же самые арабы, которым он дал землю и помог создать государство. При нем эта традиция была возобновлена, хотя традиция была изначальная, очень древняя, но при нем она была возобновлена. И я хочу произнести те слова, которые, если не именно такие, то примерно такие слышали в Древней Армении каждое утро жители Арташата, Тигранакерта, Ервандашата и многих других царственных городов перед тем, как проснуться. И слова эти были следующие: «Аравот лусо», «Светлое утро вам» и «Славление богов». Я произнесу эти слова на армянском, и потом, естественно, внизу будет текст. Нужно будет немного терпения. Но как хотелось бы, чтобы люди вернулись к корням, чтобы люди научились жить достойно, чтобы малодушные вот эти святоши не засоряли наше пространство своими притворными криками, возгласами, чтобы человека ценили по его поступкам, а не потому, сколько поклонов в церкви он бьет и какой крест он носит. Чтобы настоящее ценилось больше, чем придуманное, чем показное. Итак, начнем. Аравот лուսո, Աստվածները քեզ օգնական, ով մարդ արարած։ Աravot լուսո, արևելյան կողմն աշխարհի եղիր բարեկեց, արևմտյան կողմն աշխարհի եղիր բարեմաղթ, հարավային կողմն աշխարհի եղիր բարերար, հյուսիսային կողմն աշխարհի եղիր բարեխիղճ։ Aravot լուսո, արամաստնս ձեզ, ոսկե մայր ու ոսկեծղի հեպիտ Անահիտն դեպի ձեզ, ասղիկ դիցուհին ձեզ սեր պարգևի, վիշապաքաղ Վահագնը կորով պարգևի,
Առավոտ լուսո։ Փառավորենք Աստվածներին, զոհի սեղաններն առատ լինեն, բերք ու բարիքով, առավոտ լուսո, լուսավոր հոգի նախնիներին, փառք քաջակորով արքաներին, հավերժ հիշատակ, եւ սերունդներին խելամիտ ոգի, մեզ խոհեմություն, առավոտ լուսո, առավոտ լուսո, Աստվածները ձեզ օգնական, ով մարդ արարած, առավոտ լուսո, արևելյան կողմն աշխարհի եղիր բարեկեց, արևմտյան կողմն աշխարհի եղիր բարեմաղթ, հարավային կողմն աշխարհի եղիր բարերար, հյուսիսային կողմն աշխարհի եղիր բարեխիղճ, առավոտ լուսո, արամազնս ձեզ, ոսկեմայր ու ոսկեծխի հեպի Անահիտն դեպի ձեզ, աստղիկ դիցուհին ձեզ սեր պարգևի, վիշապաքաղվահագն կորով պարգևի, առավոտ լուսո, փառավորենք Աստվածներին, զոհի սեղանները առատ լինեն, բերք ու բարիքով, առավոտ լուսո, լուսավոր հոգի նախնիներին, փառք քաջակորով արքաներին եւ հավերժ հիշատակ, իսկ սերունդներին խելամիտ ոգի, մեզ խոհեմություն, առավոտ лусо. Повторяйте эти слова столько раз, сколько ваша душа просит. И вы заметите, чем чаще вы будете каждое утро приветствовать богов и ваших предков, тем меньше станет раба внутри вас, тем больше вокруг вас будет разумных людей, тем больше будет вселенского разума в вашей жизни. Аравот Люсо.